Друзья, на крипторынке начался июнь, и это именно тот месяц, которого с опасением ждали инвесторы по всему миру. Почему? Потому что часики тикают, а Трамп так и не заключил новое торговое соглашение с Китаем, Европой и вообще с большей частью стран, несмотря на его громкие обещания. Именно в конце июня будет завершена 90-дневная тарифная пауза, о которой объявили еще в апреле. Трамп сообщил, что Китай полностью нарушает торговое соглашение. Разговоры с ЕС ни к чему не ведут, в то время как Минфин Бессент в отчаянии говорит, что переговоры с Пекином вообще зашли в тупик. Таким образом, над рынком повис большой черный лебедь, и сейчас его ощущают все. Правительства многих стран поняли, что Трамп умеет только угрожать и действовать максимально инфальтивно, а итога никакого нет. Тарифы так и не начали работать на все 100%, Америка пока еще не зарабатывает миллиарды долларов на пошлинах, как обещал Трамп, и в целом торговые партнеры США просто тянут время. Создается такое впечатление, что Трамп полностью теряет контроль над ситуацией, и весь мир водит его за нос. Но проблема как раз таки в том, что именно Трамп остается тем самым черным лебедем. На днях Белому дому все-таки удалось добиться апелляции Международного суда, чтобы тарифы продолжали действовать. И если данный вопрос дожмут до 9 числа, и пошлины, о которых объявляли в апреле, начнут работать уже в конце июня, последствия будут негативными. В это время бычий импульс биткоина как будто бы начинает утихать, ведь он зафиксировал самую большую фазу падения, начиная с апреля, поскольку, несмотря на новые хаи, активность розничных инвесторов до сих пор остается низкой, а если нет хайпа, то и нет и роста, тем более альткоинов. Многие инвесторы ждут более благоприятные уровни по всем монетам, которые могут быть достигнуты на фоне тех событий, которые мы разберем сегодня в ролике. В июне нас действительно ждет много всего интересного, начиная от завершения тарифной паузы и саммита G7, заканчивая одобрением новых ETF-заявок, а конкретно на монету XRP. В общем, сегодня нам точно есть о чем поговорить. Мы от А до Я разберем тарифные угрозы Трампа, предстоящее решение суда 9 числа, посмотрим, что там происходит с инфляцией, проанализируем летнюю встречу ФРС и процентные ставки, разберем, почему рынок консолидируется, а еще посмотрим, какие криптособытия нас ждут в июне. Но в данном видео не будет теханализа и прогноза биткоина, ведь мы его сделаем уже в следующем ролике, где будет метрика и ключевые диапазоны покупки. И я отвечу на вопрос, каким станет июнь 2025 года для биткоина, учитывая его историческое замедление динамики цены летом. Так что обязательно поставьте лайк, чтобы видео вышло уже на следующей неделе. А также в честь начала лета в новых роликах мы будем разыгрывать по $10 за ваш комментарий. То есть вы просто пишите комменты, а потом в следующем видео мы рандомно выбираем победителя. В принципе, все просто и понятно, и шансы у всех очень высокие. Так что всем приятного просмотра, вы на канале Coin22, меня зовут Влад, мы начинаем. Что ж, друзья, сегодня мы будем разбирать много важных дат июня и событий, от которых будет зависеть движение крипторынка в этом месяце. А для того, чтобы вы не пропустили эти дни, прямо сейчас подпишитесь на наш Телеграм, ведь там мы подготовили для вас большой календарный июнь, в котором собрали все криптособытия и не только. Но главный плюс нашего Телеграм — это самые свежие новости. Мы фильтруем всю информацию и не спамим постами каждый час. Редакторы Coin22 отбирают только то, что реально влияет на рынок, как, например, сделки китов, большие покупки, важные экономические отчеты, а также заявления влиятельных людей. Так что подпишитесь и проверьте лично. А мы давайте сразу разберем самое важное – тарифы Трампа, которые, наверное, уже всем надоели. В четверг апелляционный суд по федеральному округу выдал краткое, но очень важное постановление. Они удовлетворили просьбу администрации Трампа и приостановили действие предыдущего решения, которое отменяло часть тарифов, то есть пошлины снова в силе, по крайней мере пока. Суд заявил, компании, которые оспаривают эти тарифы, должны предоставить свои аргументы до следующего четверга, а администрация до 9 июня. Так что это еще далеко не конец истории. Для общего понимания, в среду федеральный торговый суд решил отменить некоторые пошлины, которые вела команда Трампа в рамках борьбы с торговым дефицитом и поддержки американского производства. Но прошло меньше суток, и уже в четверг другой суд в Вашингтоне вынес аналогичное решение. Казалось бы, все, пошлины отменяются, но не тут-то было. Белый дом сразу подал апелляцию, и по информации CNBC, администрация Трампа может обратиться даже в Верховный суд, и возможно они даже уже это сделали. Тем временем, согласно первоначальному решению, американские таможенные органы должны прекратить взимать те самые импортные пошлины, введенные Трампом по закону о чрезвычайных полномочиях. Но если суды пойдут навстречу администрации, история может резко развернуться в другую сторону. Но какие тарифы действуют сейчас? 25% на импорт автомобилей, 25% на импорт автозапчастей и 25% на все изделия из стали и алюминия. Хотя буквально пару дней назад Трамп заявил, что планирует поднять тарифы на сталь и алюминий до уровня 50%. Ну а теперь давайте разберем, что будет дальше. Следующее слушание назначено на 5 июня, и от его исхода может зависеть многое. Вплоть до того, что дело дойдет до Верховного суда США, самой главной судебной инстанции страны. Но даже если
Трамп там проиграет, это еще не конец его тарифной игры. Смотрите, вот в чем фишка. По закону президент все еще имеет право вводить пошлины до 15% на срок до 150 дней, если речь идет о ситуации, которую он считает чрезвычайной. А Белый дом считает торговый дисбаланс именно такой ситуацией. И вот тут Goldman Sachs говорит, если администрация решит воспользоваться этим механизмом, новые тарифы могут вступить в силу буквально за пару дней. Да, вот так быстро. Но это еще не все. Трамп может вернуться к старым проверенным юридическим инструментам, например, законам, которые он использовал в свой первый срок. Там идет речь о национальной безопасности, нечестной торговле и так далее. Правда, для этого придется провести расследование и обсудить все максимально подробно, прежде чем пошлины смогут заработать. Есть еще один вариант – использовать малоизвестный раздел торгового закона. Он позволяет ввести тарифы до 50% на импорт из стран, которые дискриминируют США. Но это уже похоже на какой-то сценарий к фильму. Но теперь к главному. Что это все значит на практике для бизнеса и стран-партнеров США? На данный момент ничего не меняется. Пошлины платить все равно придется. Об этом заявил бывший высокопоставленный сотрудник американской таможни. Только если Белый дом проиграет апелляцию, таможникам дадут команду вернуть деньги. Но это, как понимаете, пока под вопросом. Кстати, вся эта возня уже повлияла на торговые переговоры США с другими странами. Белый дом утверждает, если тарифы отменят, у них ослабнет позиция на переговорах. А аналитики из Capital Economist говорят, что в таком случае другие страны просто начнут ждать и не будут спешить подписывать торговое соглашение. А теперь к вопросу по Британии. В начале месяца США и Великобритания договорились снизить пошлины на ряд товаров, например, автомобили, сталь, алюминий. Эти пункты соглашения не попали под удар решения суда. Но вот более широкие товары, например, 10% пошлин на большинство британских товаров, теперь под вопросом. И хотя правительство Великобритании пока хранит молчание, оно дало понять, хочет, чтобы британские компании как можно скорее начали пользоваться новыми торговыми условиями. Только вот как быстро все реализуется, никто пока сказать не может. В целом, даже несмотря на то, что потенциал отмены тарифов есть после решения суда, рынки особо не выросли, особенно крипта. Ведь биткоин наоборот упал и даже зафиксировал самую длинную локальную фазу падения, начиная с апреля, на более чем 7%, чуть больше, чем за неделю. А все потому, что фонды решили немного зафиксироваться. Ведь, как вы видите, в четверг был отток на 346 миллионов, а в пятницу он превысил 616 миллионов долларов. Конечно, это вызвало большие ликвидации, и в плюсе остались только те, кто начал шортить рынок. И это, конечно же, были участники нашей подписки Coin22 Pro, которые вовремя получили точки входа в шорт по монете Arbitrum, заработали на падении цены Atom, получили профит на шорте OP и на многих других альтах. Ведь рынок фиксировал активное движение. А как вы знаете, для трейдера не важно, рынок растет или падает. Самое главное, чтобы было движение. А лучшие точки входа предоставят наши аналитики, которые 24/7 следят за крипторынком и подготавливают самые оптимальные торговые идеи. И по факту вы можете начать зарабатывать даже без опыта. Ведь на старте вас будет ждать пошаговое обучение. И ваши первые сделки вы будете открывать под присмотром экспертов. Также у вас будет поддержка и сопровождение на всех этапах работы. Если сейчас ваш портфель в минусе, вы постоянно фиксируете убытки, не знаете, как правильно торговать, или в целом вы хотите начать свой путь в крипте с прибыли, лучше всего это сделать с профессионалами, которые знают все особенности крипторынка. Становитесь участником ПРО по ссылке в описании и уже сегодня получите преимущества, которые помогут вам остаться в плюсе. А тем временем мы перейдем к другим важным событиям июня. Также в июне особое внимание будет направлено на инфляцию ставки ФРС, ведь высокие тарифы угрожают росту инфляции. Хотя по последним данным так не кажется. В пятницу базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за апрель в США совпал с ожиданиями 2,5% в годовом выражении. Это на секундочку самое низкое значение с марта 2021 года. В марте, напомню, было 2,7%. Общий показатель индекса также упал до 2,1%, а ожидали 2,2%. По месяцу и базовый и общий индекс выросли на 0,1%. Небольшой рост, но в рамках прогноза. Для тех, кто не в теме, ценовой индекс – это любимый инструмент ФРС для оценки инфляции. То есть, если кто-то и смотрит на цифры по этому индексу, так это ФРС. Что же это значит? А то, что ФРС, скорее всего, не будет спешить со снижением ставок. Цифры спокойны, инфляция замедляется, но не драматично, так что режим ожидания включен. Теперь к крипторынку. Сначала реакция была спокойной, вроде бы ничего страшного, но все резко поменялось, когда на выходных всплыли новости по тарифам Трампа. И вот тут рынок крипты начал проседать. Что произошло? Все началось с поста Трампа. Он написал, что Китай якобы нарушил торговое соглашение США. И вот цитата. «Плохая новость в том, что Китай полностью нарушил свое соглашение с нами. Он напомнил, что его 145% тарифы против Китая были настолько сильными, что заставили Пекин пойти на срочную сделку, чтобы избежать протестов. Мол, это и стабилизировало их экономику. Но этим все не ограничилось. По данным Bloomberg, после поста Трампа начали гулять слухи, что США могут ввести новые санкции против Китая в сфере технологий. А вот это уже серьезно ударило по настроению инвесторов, из-за чего биткоин впервые с 20 мая пробил уровень 105 тысяч. Следующие важные данные по инфляции мы получим
чем 11 числа. Это будет ИПЦ за май. И пока вероятность роста инфляции особо нет. Хотя в любом случае стоит ждать официальные прогнозы, которые мы, если что, оперативно опубликуем. А что насчет ФРС? Будут ли они снижать ставку, если инфляция так падает? Заседание ФРС запланировано на 18 июня. На данный момент шансы на снижение нулевые, точно так же, как в июле. И только в сентябре вероятность на первое понижение превышает 50%. Это также напрямую связано с тарифами, с которыми до сих пор не могут разобраться. И пока вопрос тарифов остается открытым, угроза того, что инфляция покажет рост, по-прежнему остается. Именно по этой причине Пауэлл несколько раз повторял, что они не будут снижать ставки в такой неопределенный момент. Кстати, на днях Пауэлл встретился с Трампом лично в Белом доме. Наверняка Трамп пытался оказать на него давление и просил снижения ставок, которое ему так необходимо. Но Пауэлл крепкий орешек, и пока идти на поводу Трампа он не собирается, потому что его до сих пор смущает инфляция. Так что ожидаем, что в июне ставки точно не снизят. Также немаловажной экономической датой станет 26 июня. В этот день опубликуют ВВП США. Ожидается, что показатель покажет снижение на 0,2%, то есть минусовой рост, а проще говоря спад. Теперь важный момент. Это уже окончательная оценка за первый квартал, а значит в нее войдет больше данных, чем в предварительных отчетах. Да, цифры могут еще немного пересчитать вверх или вниз, но в целом тренд уже понятен. А что же тянет ВВП вниз? По данным Бюро экономического анализа США, все банально. Вырос импорт, а это всегда минус ВВП. Снизились потребительские расходы, а также пошло снижение государственных расходов. То есть экономика буксует сразу по нескольким фронтам. И со стороны бизнеса, и со стороны государства, и со стороны обычных потребителей. Если все таки останется, это может повлиять на решение ФРС, на курс доллара, а также на фондовые и крипторынки. Дополнительно к тарифам в июне еще ожидается саммит G7 в Канаде, и на нем также будут обсуждать мировые экономические проблемы. На встречу приедет и сам Трамп, ведь это может стать подходящим моментом для обсуждения пошлин и новых соглашений. Зная Трампа, он вероятно затронет данный вопрос, что также может оказать влияние на рынки, которые реагируют волатильностью на что-то подобное. Также на горизонте может нарисоваться очень нестандартный сценарий на валютных рынках. Вероятность его низкая, но если он все-таки случится, влияние будет колоссальное. Смотрите, ходят разговоры, что долгосрочное обязательство стран G20 позволять валютам свободно колебаться, то есть не вмешиваться напрямую в курсы, может быть пересмотрено. И знаете зачем? Чтобы ослабить доллар. Да, звучит дико, но слухи об этом уже есть. И вот интересный момент. Минфин США Скотт Бессент готовится к ряду двусторонних встреч в ближайшие дни. И теперь за этими встречами рынки будут следить, как за сериалом в прямом эфире, в надежде уловить хоть какие-то сигналы, что новые валютные договоренности реально обсуждаются. Что будет, если это правда? Если США реально начнут продавливать идею усиления валют своих торговых партнеров, то валюты этих стран могут резко укрепиться, а вот доллар, наоборот, начнет сдавать свои позиции. Такой шаг может кардинально повлиять на глобальные рынки, от экспорта до инвестиций. И, конечно же, крипту не обойдет стороной. Если брать события крипторынка, то одно из самых интересных приходится на 17 число. Это может стать очень важным днем для крипторынка, и особенно для холдеров XRP. Почему? Потому что именно на эту дату назначено решение SEC по заявке Фрэнклин Темплтон на запуск спотового ETF на XRP. Если его одобрят, это будет первый альткоин после эфира, получивший такой статус в США. А это, на секундочку, очень важный фактор, который может перевернуть криптоиндустрию. Что вообще это даст? Во-первых, откроет двери для больших фондов, потому что крупные игроки часто не заходят напрямую в альткоин, а вот через ETF легко. Во-вторых, это может потянуть цену XRP вверх, особенно если начнется хайп на фоне ожиданий. И в-третьих, если SEC даст зеленый свет XRP, то это может стать сигналом роста для других альтов. Но пока что это только ожидание. SEC может как одобрить, так и снова отложить или завернуть заявку, как она уже это делала раньше. Так что 17 июня будем ждать решения SEC. В целом, несмотря на слабую динамику биткоина летом, июнь это месяц, когда рынки будут на иголках. Сразу 7 ключевых центральных банков собираются провести заседание, а именно ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии, Швейцарский Центробанк, Банк Канады и даже Народный банк Китая. А это в любом случае окажет влияние на индекс доллара. Конечно же, самое важное решение будет именно ФРС, а точнее не само решение, а комментарий Пауэлла. Ведь все-таки интересно, как изменится его риторика после падения инфляции. Но и это еще не все. Также нас ждут саммиты G7, о которых мы говорили, а еще НАТО, где будут обсуждаться вопросы торговли, энергетики и безопасности. Любые жесткие заявления по Ближнему Востоку или Китаю могут резко качнуть нефть, золото, а также акции. Доходность по 20-летним облигациям США уже пробила 5%, и это заставляет многих нервничать. Многие бегут в золото, биткоин, а также в другие валюты, например франк или иену. Но у Японии также свои проблемы. Доходность по 30-летним облигациям растет, и Банк Японии скорее всего вмешается. На фронте торговли также туман. Да, в мае США и Китай намекнули на разрядку, но реальной договоренности нет. Китай усилил контроль стратегических ресурсов, и США это не нравится. Проблемы остаются. Это ИИ, технологии, передача новых разработок. Это все напряженные точки. С ЕС также все не гладко. Переговоры идут, но сам Трамп говорит, что они бесполезны. Следовательно, вывод. Июнь это месяц не для пассивного наблюдения. Если вы трейдер, инвестор или просто следите за рынком, вам придется жонглировать не только графиками, но и заголовками новостей. Касательно решения ФРС, комментариев Пауэлла, решений ЕЦБ, итогов саммита G7, а также НАТО, влияние цен на золото, переговоры с Пекином,
Украином, с ЕС и все в этом духе. Поэтому здесь важно следить за всем внимательно. А лучше всего это можно делать благодаря нашему Telegram, где публикуется только необходимая информация. Так что подписывайтесь, сохраняйте календарь событий, в котором будут даты сегодняшнего ролика, а также многие другие важные события. Пишите комментарии с вопросами и участвуйте в розыгрыше, а также ставьте лайки. Желаю нам всем максимально прибыльного лета и чтобы рынок радовал положительным движением. Вам спасибо за просмотр, всем удачи, до скорых встреч!